здесь есть все оборудование для того, чтобы сделать все, что угодно практически. Хочется сказать, что построили здесь расписание грамотно. Лично меня оно полностью устраивает. First form and second form, they do science all together, and they work their way through units and they alternate their units, and then after that they study each science separately with specialist teachers. У школы есть свои садовники, которые здесь вот всем этим следят. Посмотрите. Every year we do a ski trip, so sometimes it's Italy, sometimes it's France, and this year I think they're going to America. Здесь пляж, летом хорошо туда ходить, море, можно поплавать. И вот там, в этажах, на верхних, комнаты, где живут ребята. So every boarding house has a kitchen where students can make their own snacks. We tailor-make the program according to what the children need. Зал вместимостью на 500 человек. Здесь можно делать все, что связано с театром и драмой. I think that mix of the traditional but also the modern in terms of the way that we educate the children. Я приехал в школу, я вот в этом красивом главном здании. Сейчас я постараюсь вам показать. Зашел я здесь ресепшн. Нужно зайти со двора, обойти, когда подходишь к школе с дороги, с главной дороги, которой идешь. На самом деле к школе подходишь как бы со спины. Ее обходишь, и здесь открывается вся красота на это здание. И вот здесь у меня сейчас это common room, общая комната, где ученики, студенты, они же встречаются, проводят время. Ну, видно, да, здесь стоят и теннисный стол, пул, письменные столики такие интересные, не знаю, сколько им лет. Здесь у меня встреча с Олегом. Олег расскажет немножко нам про учебное заведение, как ему здесь жить, что он здесь делает. Ну и еще мы будем сегодня в течение дня встречаться тоже со студентами и с представителями школы, чтобы узнать больше про жизнь в этой британской школе. Собственно, это главное место для Tower House. Мы распределены по галстучкам, находимся под разным началом разных людей. Синие, красные, желтые и зеленые. По-моему, у них у всех разные названия. Конкретно мы сейчас в Тауре. В этом месте происходит, в принципе, все, что касается внешкольной жизни. Ты говоришь про галстуки и про название домов. Здесь есть какая-то система типа как у Гарри Поттера, вот дома, названия, разные галстуки. Официально, действительно, есть система оценивания студентов и есть награды. Дома, хаусы, как они здесь называются, они соревнуются между собой по количеству этого, но большинству студентов это не является преградой. Все общаются между всеми, все учителя помогают другим студентам перекрестно из других хаусов. Хочется сказать, что построили здесь расписание грамотно. Лично меня оно полностью устраивает. Они разрешили нам проводить время в своих комнатах в учебное время, если у меня нет урока. Я могу делать задания наедине с собой, что лично я очень люблю. У нас как-никак, кстати, небольшие классы, не больше 10 человек, это прекрасно. Но у меня, например, с 8:50 до 4 часов, округлим, в неделю учеба, 6 дней в неделю. И у меня в этом расписании есть 12 часов свободного времени.
И его уже мы вольны распределять, как мы хотим, чтобы к чему-то больше подготавливаться в зависимости от какая проблема сейчас на нас нагрянет. Поэтому нет, мы сами ничего не меняем, но свободы много. So this is a first form science lesson. They're doing diffusion. They're looking at how fast particles spread out through water. So they've designed their own experiments and they're changing the temperature of the water to see how that changes the rate of diffusion. Which makes lots of pretty purple liquids, so they're having great fun and making a mess. First form and second form, they do science all together and they work their way through units and they alternate their units, and then after that they study each science separately with specialist teachers. So then for GCSEs they do all three, and then for A-level they can choose to study one or more if they want. It's crystal and it dissolves in water and turns the entire water purple. And if you do it the opposite way around, if the water is left alone for a long time, it will turn back into a crystal. And then you also do So some we notes? We leave the hot already. and then if it's cold, it might take a longer time. Right, thank you. Absolutely, yeah. Вот как школа растет, что, точнее, выросла за вот эти года, и здесь теперь помимо старых зданий, которые, уже, скажем так, старые, это я называю, на самом деле это старинные, вот так будем называть. Сейчас школа комбинирует в себе целую серию зданий по всей территории. Вот здесь мы можем видеть вот такие вот помещения, большие, светлые. И вот там, получается, на вот этих вот этажах комнаты, где живут ребята. Как организованы комнаты, поскольку человек вы живете? Ты живешь один или с кем-то? Правила, по-моему, стандартные. Кстати, к сожалению или к счастью, в этой школе доплатить за одиночество нельзя. 13-й год всегда живет в одиночестве, 12-й год подвое, а вот все, что до этого происходит, это полная лотерея. And do you have 4 or 5 students in the room for all ages or No, so different? at this age there will be about 5 students to a bedroom. When they go up to the main school, when they're in years 9 and 10, it will be about the same numbers. And then when they're in years 11 and 12, usually a double room, and then in the upper sixth they'll have a single room. Sometimes if they're in their exam year in year 11, they might be able to have a single room because they can focus on their studies, but where possible we try to give them what they want. Some people prefer to have a double room. And do you have a nurse on site or medical Oh yeah, stuff? so we have a medical centre. It's based just down in the junior school, and that has nurses there all day, every day, 24 hours a day. So anytime a student feels unwell or is unwell, they can go down there. Мое личное мнение, что по качеству они здесь неплохие. Что у нас неплохие матрасы, что у нас неплохие окна, а это в Англии с английским отоплением очень важно, очень. How normally the food organized for kids? Do they eat in here? Do they have some snacks, or how it works? So every boarding house has a kitchen where students can make their own snacks. For the younger students like we have here, it's a little bit more controlled, but for the older students, they have town leave every week, so they can go to the supermarket, buy their own stuff. Сейчас мы идем на ланч. У нас уже почти час, 12:30. Каждый день разная еда, и меню показывается, что у нас сегодня будет. Но я не буду читать, мы просто посмотрим. Пойдем. So in terms of the community, in terms of the friendliness, the way that the pupils get on, it's really, really strong. And we've won a lot of awards recently for that. So for example, we've been voted as the most nurturing co-educational independent school in the southeast, as well as in Kent. And student well-being and the welfare of our pupils is really high on our priority. 5 years ago, we were one of the first 13 schools in the world to get what's called world-class status for high-performance learning. And high-performance learning is all about
growth mindset. It's all about developing every individual to be the very best that they can. So in terms of the academic side, we admit a very broad range of children in terms of academic ability, but our value-added results are really strong. So for us, it doesn't matter what level you're coming in at. You don't have to be an A-grade candidate when you arrive at the school, but it's about developing every individual to really maximise the most that we can. I think that mix of the traditional but also the modern in terms of the way that we educate the children. So in terms of our pupils, engineering and economics tend to be our most popular subjects at university. So really quite strong on the sort of the maths and the sciences and those side of things. But we also have a broad range to cater for everybody. So the art department and the photography department are absolutely outstanding and constantly winning awards for how they are as well. Комната дизайна и технологий. Здесь есть все оборудование для того, чтобы сделать все, что угодно практически. И большая такая комната, даже сложно назвать комнатой, целый департамент. В соседнем кабинете сидят ребята, студенты за компьютерами, то есть у них есть программы, где они занимаются разработкой сначала, рисуют, программируют что-то в специальных программах, там, допустим, там вот самое элементарное, берем стул, да, то есть они это делают в программе, где все высчитывают, и потом это можно сделать из дерева, из металла. Вот здесь есть 3D принтера, кабинет искусств. У ребят здесь представлены работы, здесь занимаются фотографиями, есть комната для фотографий. Сразу же в этом кабинете во всем фотки, работы. Тут же делают кучу всего, включая художественные дела, включая дизайн. Вот смотрите, это делают школьники. Как вам? Круто, да? И хочу показать, то есть в каком помещении они работают. Да, видно, что большое пространство. И здесь есть своя терраса. Посмотрите, вы просто выходите на эту террасу. Ну что еще нужно художнику для вдохновения? Вот. Вот такая красота. И здесь выставка классных работ, которые были у старшеклассников. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь вот это выставляется. Можно посмотреть платья, художественные работы, фотоработы. Вау. This one is nice. Блин, очень классно. Очень классно. Прям меня вдохновляет. Я уже закончил школу 20 лет назад и все равно получаю вдохновление. Зал вместимостью на 500 человек. Здесь можно делать все, что вы можете себе представить, связанное с театром и драмой. Нечестно, наверное, будет сравнивать неплохую государственную школу с достаточно дорогой частной, потому что... Но понятно, сейчас начну перечислять плюсы, что классы 10 человек, не более, что учителя очень отзывчивы, а это я говорю не для красного слова, потому что меня заставили. Учителя действительно готовы помогать даже в неурочное время, это очень приятно. And is it difficult to help them when they are international kids? Because not the local ones, because obviously I understand that the local ones, they have a family here. Yes. And these kids, they have family abroad. Yeah. But this is, all of the work is done within the lessons that they have with us. So we also can support the children with their prep if they need it, particularly if they're boarders. We can get involved with that
as well, so they don't miss out on having a parent around. We are able to give special consideration to students that have a specific learning difficulty. So that might be giving them 25% extra time to get their test done in. It can be using a laptop, having somebody read the questions to them, somebody writing the answers for them. There's a whole range of access arrangements that we can offer students who have a specific diagnosed need. Но здесь ты, получается, одно из главных отличий в учебе, что ты делаешь то, что ты хочешь, выбираешь те предметы, которые ты хочешь делать. Конкретно в этой школе есть правило: на 3 сета разделены предметы, и нельзя брать больше 2 из одного. Это может вызвать некоторые неудобства, но опять же это все проверяется заранее, подводных камней никаких не будет. Но в остальном, да, то, что я хочу. Гуляем по таким коридорам среди залов, и вот пришли сюда в храм. У многих британских школ, особенно вот традиционных британских школ, у них на территориях есть свои храмы, часовни, церковь, собор. С чем это связано? Это не говорит о том, что они сейчас там супер-пупер религиозные, особенно если они принимают международных студентов. Это говорит о том, что они были религиозны, потому что многие из них были основаны в те времена, когда, в принципе, религия это была как бы одна из важнейших вещей для изучения. Если вы знаете, там тот же самый Оксфорд, он был основан для изучения религии как раз. Вот, и обучение происходило на латыни. И вот эти вот храмы, часовни, когда основали школу, вот эту школу основали в 19 веке, естественно, это была одна из важнейших вещей. Сейчас религия — это не обязательство. Религии дают вводные данные в религии мира. Особенно то, что здесь обучается на территории представителей из разных стран. Также здесь изучают ценности, какие сейчас должны быть ценности у современного человека, прививают какие-то навыки определенные, знания, стремления. В общем, много таких, будем называть это soft skills, вот, для человека. Именно как бы здесь проходит, вот именно в часовне проходят многие такие вещи. Мы сейчас в бординге у девчонок, и сюда вообще нельзя парням. Все ребята, у них другие бординг-хаусы, они отдельно от девочек. Только девчонки могут быть. Никто не приходит сюда, не тусит. Но вот мне дали такой доступ, скажем так, для того, чтобы снять здесь интервьюшку, видео и показать комнату. Что можешь сказать вообще о школе? Почему вот именно вот эта школа? Мне очень понравилась спортивная программа. Тут еще понравилось очень современные здания, вот эти все. И много разных предметов, выбор. Здесь интернат, больше с детьми можно находиться. А свои ноутбуки или айпады могут проверить? Они, допустим, там, чтобы ты не сидела, легла спать и там сидишь? Да, у нас есть специальные такие, комната, куда это все класть. И они проверяют, что все положил. А здесь у тебя есть кто-то, вот это дом, бординг, я понимаю, да? Здесь у тебя есть кто-то как mother или или matron? Да, у нас есть matron и есть еще house mistress, которые тоже отвечают за это все. Есть еще потом учитель дополнительный, которые тоже здесь живут
и тоже следят за всем, за порядком. У вас есть преподаватели, которые здесь прямо на кампусе живут? Да, у нас есть несколько. Ты здесь делаешь домашку или вот делаешь где-то в школьном здании? Мы здесь делаем, а старшеклассники в комнатах делают, у них есть там парты, они могут там сидеть. А 9 и 10 класс в этих двух комнатах сидят и занимаются. У нас чаще всего в 10 и в 9 классе мы делим комнату пока еще. Тебе больше нравится одной бы тебе хотелось жить, или тебе нравится, когда ты с кем-то живешь? Сейчас мне нравится, когда я с кем-то живу, потому что интересно, можно общаться, узнавать больше о людях. А у тебя девчонки с тобой из каких стран? У меня одна девочка из Нигерии, другая из Германии. Но вы сдружились нормально? Да. Нету конфликтов никаких у вас? А вот какие, допустим, рестораны и места ты бы посоветовал? Допустим, я твой друг, куда бы ты повела, в какие места здесь? Что посмотреть? Обязательно здесь надо. Есть пляж, летом хорошо туда ходить, море, можно поплавать. В принципе, городок около пляжа тоже неплохой, там можно походить, погулять, в какие-то кафешки зайти. А сейчас я попросил Конора отвезти меня на пляж, потому что здесь в 10 минутах побережье. Я очень люблю британское побережье, несмотря на то, что море относительно холодное. Хотя, я думаю, это зависит. Можно купаться и со льдом, конечно. Айсбас делать. Везде лодки, яхты стоят. Неудивительно, что здесь можно дома снимать, жить, что пожалуйста, кататься на лодках. Я уверен, что здесь и туры делают. Классы полностью замиксованы между интернациональными студентами и британцами. Полностью. Там сидят все разные дома, там сидят все разные люди из всех стран, которые можно придумать. Тут они не стараются ничего подобрать, как есть, так оно и проистекает. С британцами не сложно учиться, у них уровень языка, естественно, понимать их, особенно на таких предметах, как философия. Я действительно открываю учебник и нахожу примерно по 15 новых для себя слов. Это факт, но здесь, извините, я как русский человек решил поехать в Англию. Это уже должна быть моя проблема в том числе. Слава богу, все учителя, которые есть у меня, говорят разборчиво, аккуратно. У них прекрасный чистый британский акцент, и понимать их несложно. Даже переспрашивать можно. У школы есть свои садовники, которые здесь за всем этим следят. Посмотрите, как все это выглядит тут. Как раз знаменитые английские газоны, ландшафт, очень крутой ландшафтный дизайн. И Кэтрин мне сказала, что их садовники выиграли целую серию наград по тому, как они здесь все это дело делают. И они сейчас планируют еще свой мед делать. То есть у них пчелы, пчеловодством будут заниматься. Вот сейчас они занимаются и говорят, что скоро родители попробуют мед, который делают в школе. Меня все ждут, но когда есть что снимать. Очень классная территория, очень красиво, мне прям как себе, как говорится. Если мне предлагают куда-то разместить ребенка, эта школа смело ту, куда я спокойно могу отдать своих детей.